Главные новости этого дня. Большая потеря в мире российского шоу-бизнеса и культуры. В результате участия в спецоперации ушел из жизни известный российский поэт-песенник, который сочинял песни для таких известных эстрадных исполнителей, как Вадим Казаченко, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум, заслуженный артист России Олег Гельский. Олегу Гельскому было 60 лет, на спецоперации он находился более полугода. Заявку о вступлении в команду Никиты Михалкова подал известный российский политический деятель, журналист, телеведущий Петр Олегович Толстой. На данный момент заявка Петра Толстого находится на рассмотрении. Всего на сегодняшний день в команде Никиты Михалкова работает 70 сотрудников. Организация Никиты Михалкова провела в Москве и Московской области самую глобальную проверку ночных клубов и других злачных заведений за последние полгода. В проверке участвовали известные артисты, сотрудники комитета, такие как Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян и Эдгар Запашный, а также видный общественный деятель Евгений Пригожин. В результате проверки были закрыты 24 ночных клуба, 17 директоров ночных заведений были арестованы. Чрезвычайное событие произошло в семье известного эстрадного исполнителя Ярослава Дронова, больше известного под именем Шаман. Сегодня в утренние часы таинственно пропала дочь известного артиста. Дочь певца-шамана посещает музыкальную школу, однако после окончания занятий в положенное время она не вернулась домой. В связи с чрезвычайной ситуацией певец-шаман отменил ближайший концерт и обратился в органы полиции. На данный момент ведутся поиски дочери известного артиста. Еще одна печальная новость из мира культуры и музыкального искусства. Сегодня утром в возрасте 68 лет ушел из жизни известный бард-исполнитель Вадим Мищук. Вадим Мищук выступал в вокально-инструментальном ансамбле «Домино». Он является автором таких известных музыкальных композиций, как «Рижский вокзал» и «Домино». Заместитель антикоррупционного комитета и начальник Следственного комитета Александр Бастрыкин во время проверки в городе Пенза совершил настоящий гражданский подвиг. Однако из-за личной скромности Александр Иванович не стал давать событию широкой огласки. Однако местные журналисты смогли узнать подробности чрезвычайного события. Александр Бастрыкин, находясь в служебной командировке в городе Пенза, практически в одиночку смог задержать 3 опасных преступников, членов местной преступной группировки. Примечательно, что один из членов группировки является дальним родственником известного артиста программы Comedy Club Павла Воли. Чрезвычайное событие произошло около одного из ресторанов города Пензы, где Александр Бастрыкин проводил служебную проверку. Александр Иванович Бастрыкин повел себя как настоящий мужчина. Он вмешался в конфликт, который произошел около ресторана, и во время ареста, спасая жизни других людей, был вынужден прибегнуть к крайнему способу борьбы с преступниками, использовал свое табельное оружие. Один из преступников в результате действий Александра Бастрыкина получил заслуженную кару, 2 других были доставлены в полицейский участок. Известная советская и российская певица Лолита Милявская, находясь на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах, подверглась ограблению. В тот момент, когда Лолита Милявская отсутствовала в гостинице, из гостиничного номера известной артистки пропали ценные вещи: крупная наличная сумма в долларах и евро, драгоценные украшения и дорогая электроника. Помимо этого пропали важные документы и банковские карты. По словам местной полиции и Лолиты Милявской, ущерб от ограбления составил 500 тысяч евро. На данный момент преступники не были задержаны. Накануне в городе Москве ушел из жизни известный российский артист театра и кино, сериальный актер Сергей Косач. Сергей Косач участвовал более чем в 100 телепроектов.
самые известные из которых сериалы «Солдаты», «Адвокат», «След» и многие другие. Артисту было 59 лет. Точная причина трагедии не уточняется, хотя родные Сергея Косача отмечают, что у актера было отменное здоровье. Сегодня утром появилась новая информация о известном актере Сергее Бодрове-младшем, которого нашли еще летом прошлого года во время спасательной операции, организованной Никитой Михалковым. Сергей Бодров-младший, который на данный момент проходит лечение в одной из частных клиник города Москвы, наконец-то полностью узнал свою семью, так как до этого времени у Сергея Сергеевича была потеряна память. Самое приятное в этом факте, что Сергея Бодрова-младшего также узнала родная дочь, которой на момент трагедии в 2002 году было всего лишь 3 года. Сергей Бодров-младший впервые за долгие годы в сопровождении известных артистов, сотрудников комитета, побывал на съемочной площадке. Отметим, что если состояние здоровья Сергея Бодрова-младшего полностью стабилизируется, он планирует приступить к съемкам продолжения фильма «Брат 2». Сегодня утром сына известной певицы Натальи Королевой Архипа Глушко доставили в Центральный суд Соединенных Штатов Америки в Майами. Отметим, что в скором времени начнется судебное разбирательство по делу о тяжких преступлениях, совершенных сыном Натальи Королевой, ведь большую часть преступлений он совершил на территории Соединенных Штатов Америки. Несколько дней назад антикоррупционный комитет Никиты Михалкова и прокуратура Российской Федерации добилась пересмотра дела Архипа Глушко, и судебное разбирательство началось вновь. Отметим, что сын Натальи Королевой, помимо смерти ректора Института культуры города Москвы, обвиняется еще в нескольких преступлениях, которые были совершены в зарубежных странах. Известная российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко стала жертвой дорожно-транспортного происшествия. Находясь на гастролях, Анна Юрьевна попала под машину. 53-летняя певица была госпитализирована. На данный момент состояние здоровья Анны Нетребко диагностируется как тяжелое. Большая трагедия в мире российского шоу-бизнеса и культуры. В результате несчастного случая в новогодние каникулы погиб российский певец, младший брат известного певца 90-х годов Кая Метова Сергей Метов. Чрезвычайное событие произошло в новогодние каникулы. Брат Кая Метова Сергей Метов отдыхал на зимней турбазе недалеко от города Казани. Чрезвычайное событие произошло во время зимней рыбалки. По данным прессы, брат Кая Метова утонул. Сотрудники комитета приносят большие соболезнования Каю Метову в связи с смертью родного брата. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.